У животных часто бывает доброе сердце. Эту собаку бросили в аэропорту. То, что она сделала дальше, повергнет вас в слезы. Томас готовился к своему последнему месту службы. Его сердце немного сжалось, когда он увидел свою собаку, которая дулась рядом с его кроватью. Это назначение было неожиданным. Он думал, что уже выполнил последнее задание перед выходом на пенсию. Но теперь у него было еще одно, последнее задание, после чего он мог вернуться домой, в радар, навсегда. Оставалось всего несколько месяцев, но он беспокоился о собаке больше обычного. Обычно его родители заботились о радаре, пока его не было дома, но они запланировали большую поездку, о которой всегда мечтали, потому что думали, что он будет дома. Они хотели изменить свои планы, но он не стал этого делать. Кто-то из его друзей предложил позаботиться о радаре. Один из них почти настоял на этом. Он был не совсем доволен тем, что оставил своего лучшего друга с этим парнем, поскольку в прошлом тот был немного не в себе. Но Томасу также нравилось оправдывать сомнения людей. Друг сильно изменился и стал намного надежнее, чем был, когда им было по 20 лет. Он даже хотел завести собственную собаку, так что забота о радаре, который был самым хладнокровным псом на свете, была бы хорошей пробной попыткой. Он буквально умолял Томаса довериться ему. Радару парень понравился. В конце концов Томас согласился. Друг пообещал держать его в курсе событий. Теперь настал день прощания, и это было нелегко. Друг отвезет Томаса в аэропорт, а затем у радара будет возможность попрощаться перед отъездом домой. На удивление, он приехал вовремя, чтобы забрать их и отвезти в аэропорт. Радару было не так комфортно, как обычно, когда он уезжал с семьей Томаса, но его друг заверил его, что хорошо позаботится о собаке. Томас крепко обнял свою собаку, а затем передал поводок своему другу. Радар попытался вырваться вперед, чтобы пойти с Томасом, но, конечно, не смог. Он застонал, когда Томас исчез. Тогда друг хотел уйти, но пес не уходил. Радар лег и отказался двигаться. Друг все тянул и тянул, но это был большой пес, и заставить его делать то, чего он не хотел, было не так-то просто. Друг тянул и теребил пса, но тот не поддавался ни на йоту. В конце концов он попытался поднять его, но пес просто выскользнул у него из рук, полностью обмяк и вообще перестал с ним работать. Друг был расстроен. Ему было все равно, что собаке просто грустно. Он не хотел спорить с собакой. Он отпустил поводок и отошел, делая вид, что уходит. Он полагал, что собака посмотрит ему вслед и побежит за ним, но он полностью просчитался. Собака не проявила интереса. Как только друг отошел на небольшое расстояние, радар вскочил и убежал. Друг некоторое время следовал за ним по пятам, но не мог угнаться за ним, и он начинал злиться и расстраиваться из-за собаки. Некоторое время он искал, а потом сдался. Если упрямый пес не хотел идти с ним, то он не собирался просить. Затем он просто ушел. Только по дороге домой он подумал о том, что ему придется сказать Томасу, что он бросил свою собаку в аэропорту. Он решил, что просто не скажет ему. Он собирался вернуться домой только через несколько месяцев. Он просто скажет ему, что собака сбежала как раз перед тем, как Томас вернулся домой. Если бы он просто следил за радаром еще немного, то увидел бы, куда направляется собака. В прошлом радар несколько раз приезжал в аэропорт с Томасом и его родителями. Он знал, откуда приедет его отец-человек, и сразу побежал к выходу на посадку, чтобы дождаться его. Но бедный щенок не знал, что его папа еще долго не появится в этих воротах. Он спокойно лег у ворот и просто продолжал ждать. Он никому не мешал. Мимо проходили несколько детей, и кто-то из них почесал его по голове. Он с радостью позволил это. Но он не пошел с ними, когда они попытались потянуть его за поводок. Он ждал своего хозяина и не двигался с места. Таня была одним из руководителей службы безопасности в аэропорту. Прогуливаясь по аэропорту, она несколько раз видела собаку. Она подошла к нему, дала ему перекусить и немного почесать. Несколько часов спустя он все еще был там.
Она обошла все авиакомпании, чтобы убедиться, что они не потеряли щенка. Даже авиакомпании, предоставляющие услуги по перевозке домашних животных, понятия не имели, чья это собака. Однако они были уверены, что собака не из тех, о ком они должны были заботиться. Таня видела, что он кого-то ждет. Он явно был хорошо ухоженным щенком, и на нем даже были надеты поводок и ошейник. Она не знала, как он туда попал, но хотела ему помочь. Всю ночь она думала о собаке. На следующий день она пошла в отдел доставки, и, конечно же, пес был там, где она его оставила. Грустный пес, вероятно, устал и проголодался, поэтому она тихо поговорила с ним и спросила, можно ли ему что-нибудь перекусить. Это привлекло его внимание. Он встал и, опустив голову, последовал за ней. У нее был большой офис с собственным внутренним двориком. Он был огорожен и даже имел небольшой участок травы. Он мог спокойно выходить на улицу, не попадая на взлетно-посадочную полосу. В своем кабинете она дала ему еды и воды. Затем она сняла его с поводка. Через несколько дней она снимет и с него шлейку. Тогда ему будет удобнее, и он не застрянет где-нибудь. Следующие несколько дней она оставляла двери открытыми и каждый день кормила Радара, которого теперь называла просто собакой. Он знал, что нужно выходить во двор, когда ему захочется на горшок. Он также спал там, когда аэропорт пустел, и не было никакой надежды на возвращение его отца. Таня несколько раз пыталась уговорить его поехать с ней домой. Он провожал ее до двери, а потом отказывался идти дальше. Он не собирался уезжать без своего человека. Таня пока сдалась. Пес никому не мешал и не шумел. Что еще более важно, в данный момент он был в безопасности. Все в аэропорту начали к нему привязываться. Помогло то, что это был маленький аэропорт, и они могли немного нарушить правила. В более крупном месте такого бы никогда не допустили. А пока он мог оставаться там, где хотел. Через несколько дней он все еще был там и спал в ее кабинете. Поэтому она купила ему собачью кровать для офиса и подушку для терминала прибытия, где он по-прежнему проводил большую часть дня в ожидании. Когда она позвонила ему, он гулял с Таней по аэропорту, и она отвела его в службу доставки животных, поскольку у них был сканер для проверки на наличие микрочипа. Это была отличная новость, когда они обнаружили, что у него был чип. Они увидели, что его зовут Радар. Пес пришел в восторг, когда они начали называть его по имени. Но они также могли узнать, кто был владельцем, и найти номер телефона и адрес Томаса. Таня сразу же позвонила ему, но он был далеко от сети, и у него не было сигнала. Она никак не могла связаться с ним по телефону. Бедный Томас все еще не понимал, что происходит. Вероятно, это было к лучшему, потому что если бы он узнал, что его собака пропала, это могло бы стать опасным для его внимания. Его родители позвонили его другу, но он просто заверил их, что все идет хорошо. Но пока все это происходило, Таня пыталась найти его семью. Она отправилась по адресу, который они нашли на чипе, но все было наглухо закрыто. Было ясно, что дома никого нет. Она все равно попыталась постучать, но мимо проходил сосед и сообщил ей, что Томас на месте. В этом был смысл. Она все еще понятия не имела, как Радар оказался в аэропорту, но, по крайней мере, теперь она точно знала, кого он ждет, и была полна решимости присмотреть за ним, пока Томаса не будет дома. Иногда люди могут преподнести сюрприз. Сотрудники аэропорта объединили усилия, чтобы позаботиться о собаке, и позаботились о том, чтобы он чувствовал к ней большую любовь. Он привязался к Тане и продолжал жить в ее офисе. Но в то же время все работали сообща, чтобы уделять ему внимание. Они были поражены тем, каким замечательным и милым был пес. По мере того, как ему становилось все комфортнее жить в аэропорту, он стал позволять всем дарить ему внимание и любовь. Он любил детей, играл с ними и отвлекал их в ожидании рейса. Но иногда он совершал еще более удивительные поступки. Это была собака, которую бросили в аэропорту, но он остался любящим человеком.
То, что он сделал дальше, заставит вас расплакаться. Однажды женщина сидела и ждала, когда откроются ворота для вылета. Она тихо плакала, но старалась соблюдать конфиденциальность. Никто не подошел к ней, чтобы утешить, но радару было наплевать на конфиденциальность и осторожность. Он почувствовал, что женщина расстроена, и сразу подошел ближе. Он лизнул ее пальцы, а она обняла его и заплакала, уткнувшись в его мех. Она была молода и очень напугана. Девочка впервые работала и жила вдали от дома, но тут позвонила ее семья и сообщила, что ее отцу внезапно стало очень плохо. Они не знали, выживет ли он, и ей нужно было немедленно возвращаться домой. Она была совсем одна и напугана, и пес почувствовал ее страх. Он дарил ей любовь, в которой она так отчаянно нуждалась в те моменты. Он просто сидел рядом с ней, а она обнимала его и плакала. В конце концов она немного успокоилась и просто сидела, почесывая его. Таня обратила на это внимание и принесла девушке выпить и перекусить, а также немного поговорила с ней и утешила. Они оставались с ней до тех пор, пока не открылся рейс, и она не смогла улететь. Она чувствовала себя намного лучше, чем когда приехала в аэропорт, и несколько недель спустя снова пришла к ним и сообщила, что ее отцу стало намного лучше. С тех пор Радар стала собакой эмоциональной поддержки для всего аэропорта. У него был особый дар чувствовать, когда он нужен людям, и он приходил к ним. Но как бы сильно он не любил помогать другим, и как бы сильно не любили его сотрудники аэропорта, все они могли сказать, что Радару все еще не хватает его лучшего друга. К тому моменту он жил в аэропорту уже более 3 месяцев. Его семья начала беспокоиться, даже если они не знали, что происходит. Родители Томаса вернулись из отпуска и попытались связаться с другом, у которого, по их мнению, был Радар. Они хотели взять на себя заботу о собаке, как делали это всегда, но у него нашлось множество отговорок. Он не смог встретиться с ними, потому что был слишком занят. У него не было времени привести им собаку и многое другое, из-за чего зазвенели тревожные колокольчики. Они даже забеспокоились, что он пытается удержать собаку, но Томас скоро должен был вернуться домой, и тогда они бы разобрались в том, что происходит. Они и представить себе не могли, что произойдет дальше. Однажды Таня шла по аэропорту и спросила Радара, не хочет ли он перекусить. Он последовал за ней в ее офис, но вдруг остановился и прислушался. Его уши поворачивались во все стороны, а потом он просто побежал. Таня захотела посмотреть, что же так привлекло его внимание, и побежала за ним, чтобы посмотреть. Томас только что сошел с самолета и собирал свои вещи. Он разговаривал с пожилой женщиной, помогая доставать ее багаж, и, должно быть, в этот момент его услышал щенок. Томас выполнял свои обязанности, но его мысли были заняты чем-то другим. Он возвращался домой на несколько дней раньше и хотел сделать родителям сюрприз, но, конечно, ему сразу же захотелось завести собаку. Поэтому он несколько дней пытался дозвониться до своего друга. Тот ответил только 1 раз, а потом сделал вид, что не слышит его. Это было неприятно, и он сразу же направился к своему другу домой. Но затем случилось то, что изменило все его планы. Он вышел из зоны прилета и услышал лай. Он остановился на секунду, потому что знал, что это лай. Но это не мог быть Радар, никто не знал, что он возвращается домой. Почему его собака оказалась в аэропорту? Но тут к нему подбежал Радар, и Томасу пришлось опуститься на колени, чтобы поймать его. Если бы он этого не сделал, собака все равно перепрыгнула бы через него. Ни у кого из окружающих не возникло сомнений, что это был тот самый человек, которого ждал Радар. Он был так возбужден, как никто из них никогда не видел. Его тело дрожало от того, что он так сильно вилял хвостом, и он не мог перестать лизать Томаса. В глазах Томаса стояли слезы, но он все еще был в замешательстве. Он огляделся в поисках своей семьи или друга, но увидел только, что за ними наблюдают сотрудники аэропорта.
Одна очень красивая женщина плакала и смотрела на них. На самом деле все вокруг плакали. Затем внезапно радар развернулся и обежал вокруг женщины, как будто хотел поделиться с ней своим волнением, и она тихо заговорила с ним. Казалось, они были знакомы, но Томас понятия не имел, кто она такая. Таня подошла к нему и сказала, как она рада наконец-то с ним познакомиться. Затем она пригласила его выпить кофе, чтобы рассказать о том, что произошло. Прогулка по аэропорту была нереальной, и все знали радара, но вскоре все встало на свои места. Томас был в ярости. Он не мог поверить в то, что пришлось пережить его собаке, и в то, что у его так называемого друга даже не хватило смелости сообщить ему, что его собака пропала. Но, к счастью, на свете все еще есть хорошие люди. Радар был в безопасности, а Томас официально вышел на пенсию. Он больше никогда не оставит собаку. Он решил не сообщать своему другу, что собака в безопасности. Парень больше никогда не связывался с Томасом. Однако Томас и Радар часто виделись с Таней. Они оба заботились о собаке и стали хорошими друзьями. Милого пса бросили в аэропорту, но теперь он в безопасности и дома, и таким он и останется. Спасибо, что посмотрели. Присоединяйтесь к нам снова, чтобы узнать еще больше невероятных историй.